нас прошли очень успешно. А я бы взял себе лимузин и чувака, чтоб подвозил. Денег на бензин и пацанов бы пригласил. И поколесил по городам бы сколько будет сил. Жизнь на мази, все впереди, не тормози. Попутным ветром нас несет по континентам. Я бы так хотел бы прошагать по всей планете. И на репите, зимой и летом, с теплым куплетом уйти на край света. Ноги уведут меня туда, где я не был. Там, где дотянутся руки до неба. Куда уходит время бесследно, где все так красиво и великолепно. Встретил пару, они из Германии. Guten Tag von Deutschland. Я. Right safe. Они приехали в Америку, арендовали Харли Дэвидсон и путешествуют здесь. Показать вот эту бухту и сказать, что здесь ветер такой, что я переживаю за мотоцикл, как бы его не сдуло. Видно, вот дымка вот. Поэтому я не поеду в два места, которые я наметил в горах. Мне осталось 2 часа безостановочной езды до великого огромного моста. Golden Gate называется. Вот это все дым с Калифорнии. Но тут хоть ветер с океана. Мимо проносятся горы и равнины, но я еще не видал половины всего. И меня манят долины, и меня манят долины. Всю свою жизнь поделю на моменты, и все, что скопил, я отдам турагентам. И отыщу вечное солнце. Я в Сан-Франциско. И вот этот мост называется Golden Gate, Золотые ворота. Под ним проходят огромные контейнеровозы, танкеры, огромные суда. А вон там вдалеке тюрьма Алькатрас, которую многие знают по фильму. Я забыл, как фильм называется. Разговаривал с человеком, он мне сказал про аренду жилья. Однокомнатный апартмент, one bedroom apartment, $3000 в месяц. Двухкомнатный 4. А в остальном город пока нравится. Я бы с головой нырнул бы в Тихий океан. Я бы объехал каждый нулевой меридиан. Я бы записывал видосы, тратил лавандосы. Если бы я когда-нибудь до этого дорос. Мир пополам, за солнцем по пятам. В Бермудском треугольнике катался бы по кате. Но жизнь такова, то мясо, то трава, то холод, то жара. Меня ждут острова. Приехал в Сан-Франциско. Такой же город, как Нью-Йорк. Очень много людей, все бегают, все катаются на велосипедах. И хотел пойти в Планету Фитнес, набрал в навигаторе адрес. Он меня привел, ну я же не знал тут, где какой район. Он меня привел в самый даунтаун. Там односторонняя, там односторонняя. Приехал в Планету, парковки нету. Начал искать платную парковку, мест нету. Короче, дурдом. Никто мне не хотел отвечать, никто меня не хотел заселять. И в последний момент ответила женщина, которая мне отказала, а потом снова мне написала, сказала: ты знаешь, люди, которые должны были прийти, они отказались. И, типа, мы свободны, можем тебя пригласить. Я говорю: о, супер, я еду. Нашел другую Планету Фитнес и, не знаю, может быть, туда зайду. Посмотрим. Ну, сейчас пробки, все разъезжаются после работы. Время 6:30. В общем, поехал. Сколько нехоженных троп каждый день открывают свои горизонты. И нет слова стоп, только простор, солнце и волны. Мимо проносятся горы и равнины, но я еще не видал половины всего. И меня манят долины, и меня манят долины. Наконец-то нашел планету. Пойду приму душ. Что-то я такой измотанный сегодня, устал. То было холодно, потом было жарко, спал плохо. Много ездил. Я не жалуюсь. Я описываю свой день.
Пойду приму душ, немножко поработаю. И отсюда в получасе езды место, где мне предложили сегодня переночевать. Посмотрим, что это и где это. Ага, выхожу из планеты фитнес. И прямо на выходе стоит девушка, мне улыбается. Я думаю, что это она мне улыбается? А она говорит, хочешь пиццу? Я не понял вопроса. Думаю, блин, я супер голодный. Да, я хочу пиццу. Ну иди, говорит, я тебе дам. А у нее стоит там, наверное, упаковок 15 пиццы, прям горячая. Короче, на халяву раздают пиццу. Я говорю, я супер голодный, и мне дали вот только пиццы. Круто. Первый раз на халяву дали столько пиццы. Ну и никуда не надо ехать. Сейчас как раз покушаю и поеду в гости. Прикольно. Вот так, ребят, сегодня я расположился. Это бейсмент дома. Не бейсмент, это нижняя часть дома, ну, по-русски говоря, подвал. В моем распоряжении либо вот этот диван, либо вот эта кровать. Я вот здесь компьютер расположил. Но это гораздо лучше, чем в палатке на улице. Я вам точно скажу. Я собрался, скажу вам, я собрался взять плакат и возле дилерской BMW написать, что ищу работу, мне нужно обслужить свой мотоцикл. Хочу завтра попробовать возле дилерской постоять, может кто-нибудь что-нибудь предложит. Буду спать, сегодня супер устал. Спокойной ночи. Ребят, это просто какая-то засада. Просидел все утро, сейчас уже почти 10 часов утра. Я с 7 3 часа потратил на то, чтобы найти себе работу. Проблема. Звоню, говорят, нет, мы не ищем временно, у нас нет временной работы. У меня был резерв в размере $500, ну как бы он и есть. Я думаю, что скорее всего я этот резерв сейчас потрачу, чтобы поменять колеса и сделать обслуживание на мотоцикле. Или я сейчас возьму вот такую какую-нибудь картонку или что-то и напишу на нем, что мне нужна временная работа, потому что на мотоцикл нужно сделать обслуживание, и заодно буду сидеть там что-то искать. Наверное, так сделаю. Одеваюсь, поехали. Я приехал в магазин Target. Пойду куплю матрас новый. И я немножко грустный. Пару новостей из России. Меня подправили мое настроение в сторону худшего. Почему все, что связано с Россией, заставляет меня грустить? Я не знаю. Ладно, надо быть на позитиве. Все круто. Пойдем за новым матрасом. Блин, какой же он здоровый магазин. Будем читать надписи. Женская одежда, украшения. Так, для детей. Вот они. Нашел. Так, это все спальные мешки. А вон внизу. О, распродажа. $25. Берем. За неимением лучшего. Интересно, в Америке система работает. Подошел на кассу, где нужно сканировать самому. Сканирую матрас, $30. А он был на распродаже за 24. Позвал ассистент, поддержку. Зашла женщина, говорит, странно. А где ты это видел, онлайн или на ценнике? Я говорю, на ценнике. Она говорит, сколько ты видел? Я говорю, 24. Она сканирует свою карточку, вводит сумму 24. Все, говорит, теперь 24.
И я купил матрас за $24. Сейчас надо будет вытащить старый матрас отсюда и попытаться упаковать новый компактно. Вот начались проблемы с BMW, началось обслуживание. Во-первых, не могу найти колеса, просто так, чтобы они были в наличии. Нашел только в Лос-Анджелесе. А это 6 часов езды. 6 часов езды от Сан-Франциско. И нигде не могу найти масло. Вот заехал в очередной мотоциклетный сервис. Они говорят, да, мы тебе можем поменять. Но привези масло, привези фильтр. BMW-шное можно найти только на дилерской BMW. Либо заказать онлайн, но у меня нет времени ждать, и у меня нет адреса, куда это все придет. Варианта 2. Раскошелиться на дилерскую BMW, либо где-то осесть, чтобы тебе это все пришло. Но сейчас мне позвонил Стив и пригласил к себе домой. Говорит, мы в интернете сейчас что-нибудь нароем. Поеду к нему. Может быть, найдем решение проблем. You're running away from me. There's so much that we could be. But you seem terrified of what you feel inside. You're running away from me like love is a bad word. Мы в доме Стива и пытаемся с ним найти резину. Я разочаровался в Michelin Pilot Road 4, потому что я проехал всего 7000 миль, это примерно 10 тысяч километров, и у меня резина лысая. Может быть, потому что я быстро ездил, может быть, потому что дороги на севере такие, что там гравий приклеен к поверхности, и он съедает резину. Не пойму. Is this Chad or Karsten? Okay, Karsten, I got you again. You're the luck of the draw. Thanks a lot. We're going to take the Bridgestone T30s. GT. Yeah, the GT. BMW, this is sport touring, but that's what kind of bike you got. Okay. В общем, ребят, переговоры у нас прошли очень успешно. У Стива есть сосед, которому нужны люди. Он занимается ремонтом и строительством домов. Он покупает старые дома, переделывает их и продает снова. И у него проблема с людьми. И я сейчас с ним разговаривал, он сказал, что может предложить мне работу. Но не сегодня, он говорит, мне надо сейчас немножко организоваться. И завтра мы поменяем колеса на мотоцикле. Нашли, заказали колеса новые, передние и задние. Колесам уже все, конец. И завтра мы меняем колеса, меняем масло на мотоцикле. И завтра будет день интересный. No? Yeah, no, I got this. You got one of these? Ага. To take this off. So it's This is 22 for front. millimeter. This is for front. What about the rear? The rear is The rear the rear is easy. different. It's just got the bolts. It's got the bolts? Only the bolts. It's got 5 bolts. Oh, you got them on the other side. Oh, but you know how No, it's to. this side. Yeah, you know how to do this. Yeah. Okay. Завтра мы все поменяем. Yeah, I like the whiskey with my nursery rhyme. Your brother. Your brother. Your brother. Your brother. Throw it back, throw it back. Throw it back, throw it back. Throw it back. Say it slow. Я в даунтауне. В общем, мне нужно на 3-й этаж. Там живет человек, который сказал, что сегодня меня примет. Остался сегодня у парня.
И я согласился, точнее он меня пригласил, и я решил у него остаться, потому что он в центре города находится, и можно выйти просто из дома и погулять по центру, вот, что я сейчас и делаю. И та Планета Фитнес, в которую я вчера приехал и не нашел парковки, она 15 минут ходьбы. Я взял свой рюкзак и иду туда. И сегодня мне есть где здесь остановиться. Это круто. Как и везде, машина принадлежит полиции, по крайней мере, об этом гласит знак из стробоскопа. Могут парковаться где хотят. Бонус. Хочу такие же стробоскопы и такую же информацию себе на стекло. Везде пахнет каннабисом. Все курят ее вокруг, слева и справа. Не знаю, правда, кто, но запах. Вот она, рядом с Планетой Фитнес парковка. $6 за полчаса. А вот написано, если приедешь рано, $23 в день. Короче, за Планету Фитнес я плачу $21 в месяц. В месяц. А здесь я должен заплатить $23 за день парковки. Абсурд. Ладно, пойду вовнутрь. Вон там люди все бегают. Пойду посмотрю, как они это делают, и то же самое сделаю. Вот и почти стемнело. К вопросу, как я остановился у этого человека. Я послал запрос на каучсерфинг, и все мне отказывают. Как всегда, либо не объясняют причину, либо объясняют, что уже занят или еще что-то. В общем, этот человек, который меня пригласил, не буду называть его имени, он меня предупредил. Он говорит, я нудист, я посещаю нудистские пляжи, я хожу голый по дому. И если вы не приемлете это дело, то как бы можете тогда ко мне не приходить. В общем, я ему написал, что я никогда это не пробовал. Ну, как бы, если там нету женского пола голого, то как бы я согласен. В общем, я сегодня приехал к нему. Он говорит, ой, я забыл тебе сказать, здесь еще один гость из Австралии. Он тоже, говорит, немножко в шоке. Но если вам что-то не нравится, вы, говорит, можете уйти. Я говорю, не, без проблем. Мой секрет в том, что я максимально долго сейчас буду гулять. Пойду где-нибудь в баре посижу. Но, чтобы прийти домой и лечь спать сразу. Чтобы не разгуливать там в этом виде. Но все-таки это для меня немножко дико. Мне девочки нравятся, а не голые мужики. Прошелся по Сан-Франциско, это китайский квартал. Впечатление хорошее, потому что гораздо чище, чем в Нью-Йорке. Я сравниваю с Нью-Йорком, потому что я был в Нью-Йорке в китайском квартале. И гораздо чище. Нигде не воняет рыбой и морепродуктами. Все достаточно хорошо. И зашел в заведение, думаю, ну, поскольку я в Сан-Франциско, думаю, нужно посидеть и поужинать по-человечески. Я рад, что в меню есть фотографии, потому что никто не говорит по-английски, тем более по-русски. Выбирал, взял по классике. Ролл Калифорния, все-таки я в Калифорнии, и мисо-суп. Вы знаете, Калифорния ролл в России вкуснее, чем в Калифорнии. Это я вам точно скажу. Мне здесь Калифорния ролл что-то не понравился. Я разочарован. Утро в Сан-Франциско. Я проснулся вот в этом сереньком домике маленьком. Этому дому больше 100 лет. Хрущевские квартиры, которые в Москве строили маленькие, это примерно еще меньше. Но зато в центре города.
И по этим рельсам ходят трамваи. Но у этих трамваев привод не электрический, нету проводов наверху и нету электричества на асфальте. Там крюк, который цепляет трамвай снизу и тянет его. Трос. Достаточно интересно, только в Сан-Франциско такое. Вот такие машинки ездят и выписывают штрафы за парковку. То же самое в Нью-Йорке я наблюдал.